Каркаде. Сегодня мы расскажем, что это такое, из чего делают, как приготовить и как оно влияет на организм человека. Присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Лепестки цветов суданской розы, также известны как гибискус, это то, из чего сделан чай каркаде. Имеет приятный цвет и тонкий аромат. Популярный во всем мире напиток заслуживает внимания благодаря своему уникальному составу и влиянию на организм. Что это такое? Яркое растение семейства мальвовых имеет несколько видов, от однолетника до кустарника. Некоторые сорта этого растения применяют в легкой промышленности для изготовления бумаги, другие служат только садовым украшением. Приготовить удивительное питье, утоляющее жажду, можно из сорта сабдарифа. Кустарник выращивают в Судане, Египте, Индии, на Шри-Ланке и в Китае. Лепестки добавляют в желе и джемы, варят из них варенье. Египтяне считали, что настой лечит все болезни. Одно из его названий – напиток фараонов. У суданской розы нет непригодных частей. И корни, и стебли, и листья применяются с пользой. Но для заваривания подходят только бутоны и соцветия. Удивительно, но их жизнь очень коротка. Расцветая с утра, к обеду цветок опадает. Собирают соцветия вручную или сушат в особых условиях. Только так сохраняются все полезные свойства гибискуса. Если давать определение, что такое каркаде, то это не чай. Напиток с таким названием должен быть приготовлен из листьев чайного дерева или куста камелия. Но суданская роза совсем другое растение. Из чего делают чай каркаде? Каркаде – травяной чайный напиток ярко-красного или бордового цвета. Сладковато-кислый на вкус, изготавливаемый из сушеных чашечек цветков розеллы или суданские розы, растения из рода гибискус. Для приготовления напитков используется околоцветник или сушеную чашечку цветка. Готовится чай разными методами, однако все они имеют один нюанс. Важно использовать фарфоровую или стеклянную посуду. Посуду, изготовленную из других материалов, использовать нельзя, так как это негативно отразится на полезных свойствах и вкусовых качествах напитка. Методы приготовления. Красный чай пьют холодным и горячим. Есть несколько способов для заваривания. Залить пару ложек кипятком, но не крутым. С момента закипания воды нужно выждать 5 минут, дать настояться и разливать по кружкам. Можно добавить сахар, но с медом будет полезнее. Залить листья холодной водой, довести до кипения на плите, а затем убавить огонь и проварить несколько минут. Еще один способ не предполагает термической обработки. Листья гибискуса можно залить фильтрованной водой и настаивать несколько часов, а лучше на ночь. В таком виде каркаде сохранит максимум веществ и принесет больше всего пользы организму. Совет. Чтобы получить холодный напиток, достаточно остудить каркаде естественным способом при комнатной температуре или добавить домашний лед. Освежающий чай можно приготовить, дополнив каркаде другими полезными и ароматными травами и специями. Он отлично сочетается с мятой, мелиссой, цедрой цитруса и звездочками бадьяна. Польза каркаде. Они полезны для здоровья крови и сосудов. Укрепляют стенки, нормализуют уровень сахара, стабилизируют кровяное давление и блокируют образование холестериновых бляшек. В состав каркаде входят многие полезные вещества, витамины группы А, В, С, калий, натрий, фосфор, железо, магний и кальций. Кроме того, гибискус содержит необходимые для организма пектины, антиоксиданты, флавоноиды и органические кислоты – яблочную, лимонную и винную. Благодаря такому составу каркаде положительно влияет на иммунитет, способствует мягкому очищению кишечника, а также имеет противовоспалительный эффект, полезен при простудных заболеваниях, укрепляет стенки сосудов, является мочегонным средством, помогает избавиться от отеков и снизить давление, успокаивает нервную систему, активизирует мозговую деятельность. Чем полезен каркаде для женщин? В каркаде содержится большое количество антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом, за счет чего замедляются процессы старения. Чай помогает снизить спазмы, а также способствует нормализации менструального цикла,
улучшает обмен веществ, смягчает симптомы климакса, очищает организм, благотворно влияет на состояние кожи, волос и ногтей. Экстракт гибискуса широко используется в косметологии в составе регенерирующих и омолаживающих кремов. Отвар или настой помогает избавиться от жирных волос, делает их более крепкими и здоровыми. Если заморозить чай в форме кубиков, ими можно по утрам обрабатывать лицо. Это тонизирует кожу и делает ее более упругой. Еще его можно добавлять в воду для принятия ванн, чтобы снять воспаление. Напиток хорошо влияет на метаболизм, поэтому его регулярное употребление будет способствовать похудению. За счет мягкого мочегонного действия чай каркаде эффективен против воспаления лишней жидкости в организме, что тоже полезно для снижения веса. В целом, умеренное потребление напитка улучшает общее самочувствие, стимулирует работу головного мозга, насыщает витаминами и минералами. Чем полезен каркаде для мужчин? Каркаде разгоняет кровообращение, не обходя стороной и сосуды и органов малого таза. Поэтому напиток показан мужчинам как средство профилактики эректильной дисфункции и в период, когда пара готовится к зачатию ребенка. Холодный красный чай снимает отеки, помогает спортсменам во время интенсивных тренировок и мужчинам, которые заняты тяжелым физическим трудом. Совет. Возьмите термос с каркаде на дачу, в огород, на стройку или на поход. Красный чай придаст сил и поможет быстрее восстановиться после нагрузок. Вред и противопоказания чая каркаде. Как писали выше, каркаде обладает мочегонным действием. Поэтому от напитка стоит отказаться при обострении желчекаменной или мочекаменной болезни. Также этот чай не рекомендуется пить натощак, так как в нем содержится большое количество кислоты. По этой же причине он противопоказан людям с высоким кислотностью желудка, гастритами и язвами. Кроме того, каркаде может слишком понизить артериальное давление, вызвать обострение гастрита или язвенной болезни желудка, вызвать аллергию, повредить зубную эмаль. Проблем можно избежать, если пить чай в меру и не на голодный желудок. Также стоит отказаться от каркаде перед сном и долгой поездкой. Друзья, если вам понравилось данное видео, я прошу вас поддержать меня, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень важно для меня, потому что я стараюсь делать контент, который будет интересен и полезен для вас.